Теперь уже в далеком июне 1998 года группа энтузиастов поселилась в сарае дома, находящегося в небольшом поселке под Москвой. Мы привезли с собой оборудование, оснастку, инструменты и приступили к изучению и развитию нового квантово-волнового способа обработки кристаллов алмаза, аналогов которому до сих пор в нашем мире не существует. Суть метода довольно проста. Создание механическим способом в объеме алмаза волнового поля упругих деформаций атомов его кристаллической решетки. Отличие нашего метода заключается в том, что у нас эти поля когерентны. При обработке все атомы в объеме алмаза колеблются с одинаковой амплитудой и частотой, которые мы и задаем. Для этого создано уникальное настольное оборудование с числовым программным управлением, с элементами искусственного интеллекта и двухосевой системы движения обрабатывающего инструмента. Это впервые позволило создать невиданные ранее изделия из алмаза шероховатостью поверхности на атомарном уровне и обрабатывать сферические, цилиндрические, конусообразные и иные конфигурации формы алмазной заготовки. Управление частотными характеристиками взаимодействующих когерентных полей при снятии внутренних напряжений в кристаллах алмаза сделало возможным формировать в его объеме фантастические, уникальные, красочные интерференционные картины, порождая совершенно новый, неповторимый облик алмазных изделий, присущих только нашему способу обработки. На эту тему была успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Совместно с компанией «Уралалмаз-Инвест» по заказу компании «Звездочка» создана уникальная коллекция изделий нового типа из природного алмазного сырья с обработкой поверхности по естественным граням алмаза с максимальным сохранением его массы. Самая распространенная форма кристаллов алмаза — форма октаэдра. Если внимательно рассмотреть 6 вершин кристалла, в которых сходятся ребра алмаза, то можно эти вершины разделить на 2 группы. В одной группе ребра сходятся в точку, в другой группе между ребрами возникает некая перемычка. Получается, если обрабатывать алмаз по природным конфигурациям его формы, то на одних вершинах алмаза целесообразнее формировать конусообразные линзы, а на других — сферические линзы. Причем размер этих линз не должен превышать диаметр 0,5 мм. Но самое удивительное, что если рассматривать плоскость сопряжения 2 четырехгранных пирамид относительно главной оси октаэдра, то можно заметить следующую закономерность. В природном сырье эти пирамиды могут быть развернуты друг относительно друга, либо по часовой стрелке, либо против часовой, либо этого разворота нет. И здесь возникает некая природная схема алмазной заготовки. Напротив конусообразной линзы всегда находится сферическая линза, а в области сопряжения пирамид может возникать и осевой сдвиг в ту или иную сторону. Не напоминает ли эта схема схему некоего квантового генератора, системы его накачки? Мы решили это проверить и начали обрабатывать только вершины алмазной заготовки по следующему алгоритму: коническая линза, сферическая линза, конус-сфера, конус-сфера. После формирования 5-й вершины в форме конуса эксперимент был прекращен. Изначальная октаэдрическая форма алмазного сырья в процессе эксперимента трансформировалась в некое сферическое образование, и нахождение его 6-й вершины стало проблематичным. Но такого не бывает. Я поддерживаю своего коллегу. А не могли бы вы это пояснить? Да. Вы совершенно правы. Чтобы алмаз при его механической обработке при комнатной температуре из октаэдра трансформировался в шарик, такого в обычной жизни не бывает. И я с вами соглашусь. В обычной жизни да. Но речь идет о квантовых процессах, которые с обычной жизнью не очень считаются. Особенно при создании квантово-когерентных алмазных структур. Поясняю. Наша двухосевая система вращения, перемещения обрабатывающего инструмента формирует в объеме алмаза упругие волны с одинаковой амплитудой и частотой.
А поскольку скорость распространения упругих волн в алмазе составляет 18 350 метров в секунду, то в кристалле возникает некое новое квантово-когерентное состояние системы. А здесь еще и природная оптическая схема алмаза, которая дополнительно вносит свой вклад в формирование этого состояния. Но здесь возникает главный вопрос. Откуда берется энергия для этой трансформации? Просто звуковые волны, даже когерентные, такую трансформацию обеспечить не могут. Это все-таки алмаз. Я поддерживаю своего коллегу. Наш метод обработки позволяет убирать внутреннее напряжение в алмазе, менять его дефектно-примесную структуру, изменять концентрацию атомов азота в его объеме и много чего еще. И все эти изменения происходят при комнатной температуре. По нашему мнению, это было бы невозможно без соответствующего влияния межатомной квантовой среды кристалла. А вот здесь поподробнее, пожалуйста. С глубокой древности люди знали об этой энергии. Они называли ее прана, энергия ци, мировой эфир. С давних времен во всех культурах мира рассматривается существование этой жизненной энергии как данность. В наше время появились понятия физического вакуума, темной энергии, темной материи, энергия квантового вакуума. Как видите, есть много определений, но до сих пор нет общепринятого названия этому явлению. Мы условно назвали ее межатомной квантовой средой. Эта среда не участвует в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступна прямому наблюдению. Как интересно. Уникальные свойства алмаза обусловлены в первую очередь самым малым расстоянием между атомами его кристаллической решетки среди всех природных кристаллов. И, конечно, эти атомы могут влиять на межатомную квантовую среду при условии, что они будут действовать на нее одновременно, синхронно или когерентно. Тогда их одновременное воздействие совместно с реакцией межатомной квантовой среды, ее энергии, и даст тот результат, который мы и наблюдаем. В данном случае энергия межатомной квантовой среды позволила провести трансформацию октаэдра в шарик по предложенному технологическому алгоритму. Удивительно. Симбиоз вашего алгоритма и межатомной квантовой среды привел к такому результату. Поэтому при обработке алмаза вашим методом температура кристалла всегда комнатная. Да. Получается, что определяющим в вашем методе воздействия на алмаз является именно алгоритм обработки. А энергии для этого будет всегда достаточно. Верно. И это понятие ставит определенные требования для оператора обрабатывающей системы. Приведу такой пример. На другом кристалле алмаза с аналогичной природной схемой квантового генератора требовалось на главной оси октаэдра сформировать сначала сферическую линзу, а потом противоположную конусообразную линзу. Здесь необходимо пояснить. При формировании сферической поверхности по алмазу перемещается некая точка плоского обрабатывающего инструмента. Все траектории ее перемещения заранее моделируются и адаптируются к природной схеме алмаза. Говоря простым языком, инструмент, направляя в объем алмаза волновые потоки, может перемещаться по поверхности кристалла по часовой стрелке, либо против часовой. В качестве примера допущенной технологической ошибки возьмем граненый стакан. Пусть дно стакана символизирует будущую конусообразную линзу, а край стакана – сферическую линзу. Если мы формируем сферическую линзу по часовой стрелке, то противоположную конусную линзу необходимо формировать в том же направлении, в котором перемещаются эти волновые потоки от инструмента. Смотрите. Я перемещаю палец по краю стакана по часовой стрелке. Не переставая перемещать, поворачиваю стакан дном, и видим, что со стороны дна мой палец перемещается против часовой стрелки. Значит, с целью сохранения синхронности движения волновых потоков перемещать инструмент при формировании конусной линзы необходимо было против часовой стрелки. В данном случае оператор допустил ошибку. Он просто перевернул кристалл и продолжил воздействие инструментом в
том же режиме, в котором формировалась сферическая поверхность. И здесь произошло необратимое. При касании инструмента алмаза раздался треск, словно сломали сухую ветку, и алмаз распался на две половинки. Область соприкосновения двух пирамид испарилась. О как! Видно, что поверхность алмаза в месте взрыва словно оплавилась, и в ее центре просматривается некая воронка. Вот пример конфликтного взаимодействия волновых потоков при ошибочном применении технологического алгоритма. Впечатляет. Перемещаясь по поверхности сферической линзы, плоский обрабатывающий инструмент формирует волновые потоки упругих волн в объеме алмаза по различным кристаллографическим направлениям. При обработке конусообразных линз линия контакта инструмента с алмазом вращается вокруг оси симметрии конуса и направляет упругие волны в одном кристаллографическом направлении. И у нас возник вопрос: что будет, если формировать волновую среду алмаза только конусными линзами? На очередном кристалле алмаза с природной схемой квантового генератора была проведена обработка только 3 вершин, на которых формировались конусообразные линзы. И каков результат эксперимента? Как интересно. Произошло немыслимое. Кристалл алмаза стал резко структурироваться, ребра и плоскости стали проседать, словно из кристалла стала уходить внутренняя энергия, и он стал как бы усыхать. Тот же процесс образования шарика, только со знаком минус. Но это же невероятно! Это невозможно! Да, но это факт. И у нас нет никаких предположений о механизме наблюдаемого эффекта. Но ощущения жутковатые. Поэтому мы не стали его выносить на солнечный свет. А зачем алмаз выносить на солнечный свет? Да! Чтобы одновременно возбудить атомы квантово-когерентной структуры алмаза, их необходимо облучить определенной энергией, понятной атому и безопасной для человека. В данном случае оптимальная энергия является ультрафиолетовое облучение. Поскольку ультрафиолетового лазера нужного диапазона длины волны под рукой не оказалось, то алмаз был вынесен на солнечный свет, где ему была предоставлена возможность самому выбирать необходимый спектр ультрафиолетового облучения. Так поступили с шариком. Его вынесли на 10 минут на солнечный свет, после этого положили в маленький целлофановый пакетик и спрятали в ящик письменного стола. Надеюсь, со столом ничего не случилось. Когда вытащили пакетик, то алмаз, радостно подпрыгивая, покатился по столу. На одной из сторон пакетика образовалось отверстие. При рассмотрении пакета в поляризованном свете видно, что пострадавшая поверхность пакета подверглась какому-то интенсивному облучению со стороны алмаза и частично испарилась. И что же это за излучение? Названия ему пока нет. Это излучение – продукт совместной реакции атомной структуры алмаза и межатомной квантовой среды. Оно не имеет электромагнитной составляющей и весьма затруднительно для идентификации. Ну, вы уверены, что это излучение существует? Значит, у вас есть доказательства этому? Да. Проведенные работы с алмазом и полученные при этом многочисленные результаты позволяют с уверенностью утверждать о наличии такого излучения. А не могли бы вы привести несколько примеров этому? С удовольствием. На одном из ребер синтетического кристалла алмаза планировалось сформировать параболическую поверхность. Мы провели только предварительное касание алмаза инструментом, и на противоположных ребрах кристалла обнаружились следы выхода энергии с частичной сублимацией его поверхности. Время воздействия инструмента на алмаз составляло не более 5 минут. По показаниям электронного термометра, температура алмаза в процессе обработки составляла 23,5 градуса Цельсия. Или вот еще пример. Мы решили создать прибор из цилиндрического алмаза. С одной стороны цилиндра сфера, с другой стороны конус. Сформировали сферическую линзу и начали формировать сам цилиндр.
На поверхности природных плоскостей алмаза, в месте, где должна быть сформирована конусообразная линза, образовались островки, словно поверхность кристалла начала закипать от выхода энергии. А вот самый яркий пример. На обычной алмазной заготовке для огранки из природного алмазного сырья диаметром 2 мм требовалось нанести 8 граней низа бриллианта. После проведения процесса огранки алмаз был вынесен на солнечный свет на 10 минут и после этого помещен в ящик письменного стола. Через 2 дня, вынув кристалл из стола, мы увидели, что он как бы сгорел. Места огранки напоминали оплавленную металлическую фольгу, а противоположная плоскость заготовки сплошь покрылась пупырышками. Означает ли это, что все изготовленные вами бриллианты будут сгорать, оказавшись на солнечном свете? Нет, конечно. Я привел примеры, когда мы еще не знали о влиянии технологических алгоритмов на процесс формирования квантово-когерентных алмазных структур. Сейчас таких проблем нет, если, конечно, целенаправленно не применять специализированные алгоритмы. И существующая уникальная коллекция изделий нового типа из природного алмазного сырья тому подтверждение. А может быть, дело в вашем письменном столе? Уж слишком много совпадений. Мы проверяли. Посторонних излучающих предметов в столе не обнаружено. Вы говорите о создании квантово-когерентных алмазных структур. А есть ли какое-нибудь подтверждение, что они действительно когерентны? Да. Вот этот оплавленный 2-миллиметровый кристалл алмаза дал нам такие подтверждения. Мы поместили этот алмаз на столик высокоразрешающего атомно-силового микроскопа, перевели микроскоп в режим осциллографа и на вершину кристалла поместили кантилевер микроскопа для высокоточного измерения любых колебаний поверхности алмаза. И сбоку направили на алмаз свет от маломощного ультрафиолетового светодиода, встроенного в обычную авторучку. И стали ждать. Через 422 секунды после начала облучения поверхности кристалла на экране монитора микроскопа неожиданно возникла картина генерации когерентных механических колебаний поверхности вершины алмаза. Частота этих колебаний соответствовала заданному технологическому алгоритму и составила 45,4 Гц, амплитуда этих колебаний 16 нанометров. Вы видите спектр генерируемых когерентных акустических колебаний вершины алмаза. Замечательно. У меня нет слов. Прекрасный эксперимент. Как неожиданно и как эффектно. Да вы просто молодцы. Да, весьма наглядно. Ну, раз вы уж такие находчивые, так, может быть, и о когерентном излучении, не имеющем электромагнитной составляющей, что-то можете рассказать? Когда проводили эксперимент «Шарик», то был замечен один любопытный факт. При формировании сферических линз электромеханические часы, висящие над установкой, начинали спешить. Технологическое время заданного прохождения обрабатывающего инструмента по всей поверхности сферической линзы составляло порядка 40 минут. За это время часы, находящиеся над установкой, начинали спешить на 6 минут. После остановки процесса обработки линзы часы продолжали идти в обычном режиме. Этот эффект наблюдался постоянно и далее при формировании только сферических поверхностей, диаметр которых не превышал 2 мм. Такого эффекта при обработке поверхностей других конфигураций замечено не было. Вы хотите сказать, что можете управлять временем? Мы, конечно, люди творческие, но не до такой степени. Просто в схему электромеханических часов входит кварцевый резонатор, обеспечивающий высокую стабильность работы электромеханической системы. А кварцевый резонатор – это в первую очередь упругие механические колебания кристаллической решетки кварца, ибо кристалл кварца является пьезоэлектриком. В данном случае когерентное излучение среды алмаза стало созвучным с упругими колебаниями кристаллической решетки кварца, и частота работы кварцевого резонатора изменилась. Совсем немного. Чуть-чуть.
Но этого изменения хватило, чтобы за 40 минут формирования сферической линзы часы ушли вперед на 6 минут. Звучит логично. Но можно ли это утверждение как-то проверить? В измерительной схеме высокоточных электронных весов для измерения веса алмаза также используется кварцевый резонатор, хотя там электронная схема измерения более защищена от помех, чем в настенных часах. Но упругие механические колебания кристаллической решетки кварцевого резонатора и там существуют. Мы поместили на каратные весы наш оплавленный 2-миллиметровый кристалл и стали светить на него нашим маломощным ультрафиолетовым светодиодом. Сейчас для экономии времени фильма мы немного ускорим воспроизведение нашего видео. Как видно, происходит изменение показаний каратных весов при облучении нашего алмаза ультрафиолетовым светодиодом. Кристаллическая решетка кварца и здесь реагирует на квантовое излучение алмаза. И, конечно, к изменению веса алмаза эти показания весов не имеют никакого отношения. И гравитация здесь ни при чем. Замечательно. Очень наглядно и доказательно, несмотря на высокую стабильность работы электромеханической системы весов. Браво! Этот эксперимент показал, что на квантовом уровне в качестве контроля излучения алмаза, не имеющего электромагнитной составляющей, вполне можно использовать кристаллы, обладающие пьезоэлектрическим эффектом. Хорошая работа. Природа одарила человека неограниченными и во многом еще непознанными возможностями. Важно суметь раскрыть их, найти путь к физическому и духовному здоровью. Алмаз, в котором самой природой заложена любовь, является нашим верным помощником и проводником на этом пути. Надо только поверить в себя, в свои нераскрытые возможности, поверить в те удивительные свойства алмаза, о которых мы еще даже пока не догадываемся. А насколько мы правы, покажет время. Время. Этому явлению природы есть название, но пока нет определения, что же это такое. Наш соотечественник, замечательный ученый Николай Александрович Козырев, много сделал для того, чтобы эти определения появились. И мы знаем, что в нашей стране есть люди, которые продолжают эти работы. И мы не сомневаемся в том, что когда у времени появятся определения, то во многом они будут созвучны с нашим квантовым полем, рожденным кристаллической решеткой алмаза и его удивительной межатомной квантовой средой. С юбилеем нас! С юбилеем! Удачи вам! С юбилеем! Успехов вам! С праздником! С юбилеем! С юбилеем! Интересно, а они сами-то хоть понимают, что же они открыли? Ты как думаешь, а? Ah!